Друзья, всем привет! Перед началом видео предупрежу вас о том, что я начинающий симрейсер, и это мой первый серьезный руль. Так что если вы профессионал и стерли руки до мозоли в Евротрак симулятор, развозя бочки с квасом, то в этом видео ничего нового вы не услышите. Ну а теперь к теме видео. Я уже несколько лет являюсь счастливым обладателем руля Logitech Momo Racing, и недавно я купил себе новый руль. Уже достаточно серьезную базу, а именно Moza R5. И в этом видео я сравню эти два руля, разница в стоимости которых достигает 10 раз. И попробую ответить на вопрос, а настолько ли лучше руль за 40 тысяч рублей, руля за 4000 рублей. И раз я уже озвучил вам цену двух девайсов, давайте разберемся, где и как их можно купить. Руль Momo производился при царе Горохе, поэтому купить его можно только на вторичном рынке, благо предложений полно. А сам руль получился настолько надежным и долговечным, что до сих пор не составляет труда найти его в хорошем состоянии. Правда, не все хотят заморачиваться с поиском и покупкой на Авито, поэтому для кого-то это может стать барьером перед покупкой. Покупать же новые рули за эти деньги я настоятельно не рекомендую. Это будут низкокачественные поделки, в которых не будет самого главного для игрового руля, а именно силовой обратной связи, про которую я распедалил в своем самом популярном видео на канале, можете посмотреть. Что же с Moza R5? Такой комплект можно посмотреть на вторичном рынке, ибо в среде симрейсеров принято постоянно обновлять девайсы, поэтому свои предыдущие девайсы они часто продают на вторичке. Но в отличие от Logitech, Mozu можно купить и новую, как я и сделал, ибо хотел новый руль, который никто не трогал своими потными ручищами. Для покупки я выбрал магазин P1 Racing, на котором есть широкий ассортимент товаров для симрейсинга. Также ребята помогают подобрать девайсы по запросам и пожеланиям, помогают с их настройкой и дают гарантию на все свое оборудование. Если вы тоже хотите вкатиться в симрейсинг или вы уже заядлый гонщик и просто хотите купить себе новое оборудование у надежного магазина, то переходите по ссылке в описании. Выбирайте интересующий вас товар и при заказе вводите промокод STEP, благодаря которому вы получите приятный подарок при заказе. Свой заказ я получил достаточно быстро, все приехало в лучшем виде, и я стал счастливым обладателем комплекта Moza R5. В плане цены, конечно же, выигрывает Momo, в плане легкости покупки и поиска Moza, ибо ее можно купить новую, а Logitech Momo нет. Разница начинается с основы. Logitech Momo, как и многие другие рули, шестереночный. Это значит, что усилие с электромотора, того самого, который дает обратную связь, приходит на рулевое колесо через шестеренки. У этого вида передачи есть свои минусы, а именно шум при работе и возникающий со временем люфт во всех этих соединениях. А вот Moza R5 это Direct Drive база. Direct Drive означает то, что между мотором и рулевым колесом прямой привод. Короче, руль просто отделен вал электромотора. Само собой, это лучший вид рулей, ибо он гарантирует относительную тишину при работе и отсутствие люфтов и потерь в системе передачи усилия, ибо этой системы передачи нет. Также вот размер моторчика Momo и размер мотора Moza R5. Да, по сути, вся база это и есть большой электромотор. Один из важнейших показателей в игровых рулях это угол поворота. На самых дешевых рулях он обычно составляет 240 градусов, то есть руль поворачивается вот настолько в одну сторону и вот настолько в другую. Наш Momo как раз таки идет на 240 градусов. Рули подороже обычно поворачиваются на 900 градусов, то есть на 2,5 оборота в каждую сторону. А сколько же градусов у Moza? А если руль не подключен к компьютеру, то баранку можно вертеть сколько угодно, хоть в какую сторону. То есть у нее нет никаких физических ограничителей, в отличие от обычных шестереночных или ременных рулей. Ограничителем вращения при работе выступает сам электромотор. И мы можем настраивать количество оборотов руля, начиная от 90 градусов и доходя до 2700 градусов, что заставит вас крутить баранку, как штурвал черной жемчужины при шторме. Я бы отдал однозначную победу Moze в этой категории, но не могу не отметить, что руль Momo достаточно просто переделывается под 900 градусов. Готовые комплекты по переделке продаются на Авито, либо сразу можно найти модифицированный руль, поэтому полбалла за возможность расширить функционал я накину Momo. Ну а Moza получает полноценный балл за полную свободу выбора градусов. Давайте сравним педали. У дешевого руля обычный постамент с двумя педалями, который нажимается не сильно туго, но вполне плавно, чтобы контролировать нажатие. Также под пятки есть немного рифленого пластика, а с нижней части педального блока присутствуют прорезиненные ножки, которые не дадут педалям скользить по линолеуму или ламинату. А также есть вот такая часть с зубьями, которую можно достать, чтобы она зацепилась за ковер. Короче, обо всех видах поверхности подумали, респект. Что же касается педалей из комплекта Moza, они называются Moza SRP Lite. И когда я готовился к этому видео, я посмотрел достаточно много обзоров на данный комплект, и никто не отзывался об этих педалях восторженно. И я, пожалуй, присоединюсь к этому мнению. Педали представляют собой отдельный металлический постамент, к которому прикручиваются, собственно, две металлические педали. Ни на постаменте, ни на самих педалях ничего не прорезинено. То есть касаться придется голого металла. Сами педали немного регулируются по высоте переставлением вверх и вниз нажимной части. Также сами педали можно двигать относительно постамента, то есть двигать их правее, левее, раздвигать, сдвигать. А, например, они пришли прикрученными по разным краям, а поскольку их две, то есть это явно газ и тормоз, то они не должны быть так далеко друг от друга, во всяком случае в гражданских автомобилях. Поэтому я переключил
перекрутил их ближе друг к другу. Что же касается их противоскользящих свойств, то они отсутствуют. Сам постамент вообще не касается пола и просто свисает по бокам от педалей. А на педалях есть прорезиненные части, которые, собственно, и должны препятствовать скольжению. Но вся конструкция сама по себе неустойчивая, педали слишком высокие, поэтому при активном педалировании... Это педалирование и все. У меня они гарантированно уезжают и приходится их поправлять. Само собой, они в большей степени предназначены для крепления к кокпиту, ну или на крайняк можно прикрутить их к полу. Но если я реально испорчу пол, прикрутив к нему педали, то при следующей же уборке, когда жена это увидит, я отправлюсь вместе со своей Мозой жить на дачу. Педали не нравятся симрейсерам из-за отсутствия датчика Load Cell, который позволяет педалям понимать силу нажатия, а не только амплитуду. Еще один минус, который отметил бы лично я, это то, что датчики ничем не закрыты, и при эксплуатации спустя время на них уже появляется грязь и пыль. Нужно следить и периодически все это чистить. А в целом по работе нареканий нет. Ход плавный и равномерный, мертвые зоны отсутствуют, педаль тормоза нажимается чуть туже, чем педаль газа, там стоят разные пружины. Но в этом раунде я дам свой балл педалям от дешевого руля, ибо они, как по мне, удобней для обычного домашнего использования. Да и на ощупь голый стопой все же приятнее, чем металлические. Давайте поговорим про регулярное использование рулей, то есть если у вас нет какого-то отдельного кокпита и компьютера для симрейсинга, а вы играете за обычным компом, за своим, как и я. Рули нужно постоянно ставить, подключать и снимать. У Momo все достаточно просто, он крепится к столу с помощью двух пластиковых струбцин, которые внедрены в его корпус. Вот в этом отверстии должна быть третья палка с резьбой для дополнительной фиксации, но она где-то потерялась, хотя она у меня была. Да и по моему опыту вот эта вот часть, она не особо помогает креплению, а только мешает рулю лежать ровно в кладовке, когда он снят, делая из него некую неваляшку. Струбцины держат достаточно хорошо, правда немного скрипят при затяжке. Да и сорвать их вполне реально. Я, например, в порыве гнева на очередной перевернутый вездеход в SnowRunner несколько раз сорвал руль со стола. У Мозы в комплекте шло крепление, которое представляет собой площадку и две струбцины. В свою очередь все уже сделано из металла, а также те места, которые прилегают к столу, у нас имеют такую вот прокладку. Площадка надежно фиксируется к базе болтами, и после этого можно прикручивать саму базу к столу. Струбцины настолько надежные, что можно использовать их не по назначению, например, где-нибудь в мастерской, скрепляя, например, детали для сварки. Но к столу они прикручивают базу намертво. Единственная претензия к ним — это их чрезмерная длина. Ну правда, у кого-нибудь из вас есть стол вот такой толщины. То есть эти вот винты торчат достаточно низко от стола, и иногда я задеваю их коленями. Рули закреплены, дальше можно подключить педаль. Здесь все одинаково, втыкаем провод из педалей в базу. Что у Momo, что у Мозы. Далее нужно подключить блоки питания для электромоторов. У Momo это вот такой вот небольшой блочок на 18 Вт, а у Мозы это реально блок питания, который выдает 90 Вт, ибо большой мотор требует большого питания. Он в свою очередь имеет куда большие габариты и вес. Оба руля затем просто подключаются в разъем USB компьютера. Также стоит отметить, что база Мозы позволяет в будущем воткнуть в себя полноценную коробку передач, ручник и кучу всякого разного по необходимости. Так же, как и третья педаль, будет легко подтянута Мозой. Logitech же в этом плане ограничен, ничего более вы в него не подключите. Удобство подключения одинаковое, но Моза побеждает из-за более уверенной струбцины и возможности подключения дополнительных приблуд в будущем. Настало время подключить рули, сравнить их программное обеспечение и понимание их играми. Momo старый руль, поэтому ПО для него устаревший, хоть и без проблем до сих пор качается с официального сайта и поддерживается 10-й виндой. Для Mozo скачивается приложение PitHouse, где можно настроить мертвые зоны, чувствительность, а также есть уже готовые профили для игр. С ними не все идеально, игры постепенно добавляются, но оно явно современнее и имеет более широкий функционал. Также иногда случаются баги, например, у руля пропадают ограничители, было это у меня пару раз. Решается это обычной перезагрузкой устройства. Что Momo, что Mozo при корректной установке софта прекрасно определяются виндой. Но что же там с играми? Я вам расскажу про те игры, в которые играю сам. SnowRunner не знает никаких Momo, поэтому настраивать его приходится через обобщенный контроллер. Однако определяется он вполне корректно. После установки в настройках колеса крутятся, газ газуется, тормоз тормозит. Кнопки также приходится биндить самому, что не являлось бы большой проблемой, если бы SnowRunner их не сбрасывал после каждого перезахода в игру. Раньше этой проблемы не было, например, год назад я один раз настроил управление и прекрасно играл каждый день. Однако после какого-то супер обновления игры он перестал запоминать настройки, то есть игра каждый раз сбрасывается до заводских настроек. Но это происходит не только для Momo, а вообще для всего, то есть у меня каждый раз, например, снова вылезает подсказка для новичков и так далее. Поэтому можно сказать, что Momo отлично совместим с этой игрой, в ней работает вся силовая обратная связь, она настраивается как в игре, так и в своем приложении руля, но вот у игры есть именно свои проблемы. Mozo же SnowRunner узнает в лицо, ибо она официально поддерживается игрой. В софте PitHouse также есть профиль для этой игры. В отличие от Momo, кнопки уже имеют автоназначение, то есть при заходе в игру они сразу уже у нас назначены на некоторые действия. Я не берусь судить за удобство этого назначения, однако их также можно переназначить в меню самому. Правда, игра, как я уже говорил, все равно этого не запомнит, как и в случае с Momo,
МО, и если вы выйдете и зайдете обратно, то настройки опять вернутся к заводским. Если у вас есть мысли, как это исправить, пишите в комментариях. Еще одна интересная особенность с Мозой заключается в том, что при использовании руля на карте невозможно управлять мышкой. То есть она через долю секунды возвращается к центру, превращается в круг, и вообще вы видите по интерфейсу, что все как бы немного лагает. И при этом ни самим рулем, ни кнопками на руле камера не двигается. То есть двигается только мышкой. Решается эта проблема так. Нужно вывернуть руль до упора, и тогда курсор мыши будет вести себя нормально, как и, собственно, с МОМО. Вот такой вот костыль. Руль Logitech отлично работает с игрой, настраивается буквально за минуту и даже сам биндит две кнопки для поворота головой вправо и влево. Остальные кнопки можно тоже назначить самому, правда их всего 6 на самом руле, что достаточно мало для такой игры. Также я выбрал анимацию отображения руля в игре в 240 градусов, чтобы она совпадала с физическим поворотом моего настоящего руля в жизни. Но скажу честно, играть на МОМО в эту игру мне не нравится. Не хватает как раз тех самых градусов. Грузовик качается буквально от каждого прикосновения к рулю, держать его в узкой полосе на скорости сложно. Да и сама игра как бы обязывает иметь руль 900 градусов, ребят, это же фура, а не Формула-1. Моза определяется Евротрак симулятором автоматически, педали и рулевая ось работают сразу и корректно. А вот кнопки нужно назначать самостоятельно, собственно, как и с МОМО, что в целом не составляет труда, однако название кнопок в настройках вообще никак не вяжется с физическим обозначением клавиш. И если у МОМО их всего 6, то есть запомнить их достаточно легко, то здесь кнопок много, поэтому нужно назначать их постепенно. Например, я назначил, допустим, сначала дворники, запомнил, где они находятся, и дальше по мере необходимости назначил все, что мне нужно для вождения. Это небольшая проблема, хотя было бы приятно, если бы они совпадали названия кнопок, с реально физическими названиями кнопок. Играется на моде очень комфортно, обратная связь присутствует. Она в этой игре, конечно же, минимальная, что и понятно. Игра без проблем настраивает управление с Logitech, все работает корректно. Играется вполне неплохо, обратная связь присутствует. После Мозы контролить машину, конечно, намного сложнее, но за неимением лучшего можно играть и так. Мозы с ассетой тоже никаких проблем нет, она также автоматически определяется игрой, и с первого же запуска можно заходить и сразу гонять. Эта игра с самой сильной обратной связью из представленных сегодня мною. Руль буквально пытается сломать мне стол. Вот именно в этой игре можно почувствовать, за что были уплачены деньги. Руль передает сопротивление колес при поворотах, биение при торможении, короче, весь спектр ощущений от вождения. Играть с таким погружением очень круто. До этого я не играл в гоночные игры, ибо я фанат более размеренного геймплея, но после этого даже я, возможно, буду проходить карьеру в этой игре. К сожалению, игра не видит ни один руль, ни второй, хотя в меню явно есть настройки рулей, даже бегунок с силой обратной связи. Но ни один руль игра не определяет, соответственно, ничего не работает. У меня, если что, стимовская версия, возможно, нужно качать какие-то патчи и так далее, но я в свое время уже наигрался в нее, я просто хотел ее проверить, вот так вот быстренько подключить к ней рули. Ну и вот так вот, ребят, насколько не вышло, пишите тоже в комментариях, работают ли у вас рули в этой игре. Игра ровесник руля от Logitech, поэтому неудивительно, что она отлично с ним работает. Он отображается в настройках, можно поменять назначение клавиш, но все они уже назначены по умолчанию. Единственное, что почему-то у меня газ и тормоз были на лепестках, вот на этих заводских настройках, пришлось переназначить на педали, но в целом это буквально минута времени, в остальном играется хорошо, намного интереснее, чем на клавиатуре. Подключил Мозу, зашел в настройки игры, в отличие от МОМа ничего нет, то есть руля на этот не видит, не определяет. Ну вот было мое удивление, когда руль заработал, собственно, в самой гонке, то есть без какой-либо настройки, причем работает просто отлично. Он перешел в режим возврата к центру сам, то есть я это не настраивал, но теперь он стал сам возвращаться к центру, то есть я не менял ничего в питхаусе. Колеса рулятся, педали нажимаются, с руля даже можно посмотреть назад кнопкой X. Но вот включить закись азота с руля не получится, такой кнопки нет. В настройках забиндить клавиши тоже не получится, потому что руля просто нет в меню, о чем я вам уже сказал. Однако я считаю, что это небольшая проблема, можно ставить там кнопку азота на пробеле, а если накатить графические моды, то можно с удовольствием пройти вот на этом руле. И раз я уже начал изображать из себя Райана Гослинга в фильме «Драйв», самое время упомянуть управление с самого руля. На Logitech нам доступна сама баранка, две педали, также два подрулевых лепестка и секвентальная коробка, которая умеет только вперед и назад. На самом же руле имеется 6 кнопок, 3 слева и 3 справа. На самом деле этого мало для полноценного управления процессом с руля в игре. Например, в SnowRunner есть лебедки, фары, маячки, меню функций, смена вида, ручник и так далее. То же самое и в Евротраке, где необходим круиз-контроль, менять его вверх-вниз, переключение фар, сигнал и так далее. Играя на МОМО, все равно придется использовать клавиатуру не только в меню, но и при непосредственном управлении техникой, ибо 6 кнопок мало. На Мозе же в комплекте идет руль ES, который имеет 22 кнопки, включая крестовину, которой вполне удобно вертеть камерой в неспешных играх. Большинство игр сами подтягивают назначение клавиш, о чем я говорил в прошлой части видео. Это не всегда удобные назначения, и они не всегда подходили лично мне, но никто не мешает опять же настроить кнопки так, как вам надо. Все-таки 22 кнопки дают для этого простор. У Моза также есть подрулевые лепестки, но нет секвентальной коробки, что можно было бы считать минусом, если бы не тот факт, что к ней можно докупить полноценную коробку и почувствовать себя таксистом на Ладе Гранте в минималке в час пик. Однозначный балл за удобство управления именно в игре отлетает Мозе.
Настало время подвести итоги. Logitech Momo отличный руль за недорого, который по сей день дает приятные ощущения от игр. Если у вас никогда не было руля или был какой-то простенький диалог с вибрацией, то Momo можно смело рекомендовать как первый шаг в сторону симрейсинга, ибо за свою смешную цену он все-таки дает почувствовать ту самую обратную связь. Купив его, вы не потеряете много денег, но поймете, нравится вам вообще эта движуха или нет. Я вот пошел дальше и купил себе Mozu. Скажу честно, сейчас у меня такие мысли, что этот комплект не до конца жизни, ибо пока я вообще не понимаю, зачем иметь еще что-то более мощное и дорогое. Moza R5 это как будто предел для человека типа меня, который вот не хочет прям сильно глубоко погружаться в симрейсинг, но при этом хочет играть с удовольствием и со стопроцентной отдачей от игр. После перехода на нее с Logitech игры заиграли новыми красками. Там, где Momo чуть брыкался в руках, показывая, например, что я наехал на кочку, Moza может реально вырваться из рук или вырвать эти самые мои руки, которыми я за него крепко держусь. В Assetto Corsa я прямо чувствую, как руль невозможно повернуть из-за трения колес об асфальт и так далее. Пока не почувствуете на себе, не поймете, за что люди платят такие деньги. По апгрейду в будущем я планирую докупить коробку и третью педаль, чтобы можно было стать полноценным цифровым дальнобойщиком. Подводя итоги этого видео, Momo заработал 3,5 балла, Moza 6 баллов. Я думаю, победитель был очевиден с самого начала, ибо эти рули такие же разные, как моя Priora и Ferrari. Но я отдаю дань уважения компании Logitech, Momo это поистине легендарный руль. Я думаю, мы не скоро увидим его забвение. У Moza же есть свои недостатки, но в целом это отличная современная база, которая перекроет потребности большинства людей. Друзья, спасибо вам большое за просмотр этого видео. Лучшей благодарностью для меня от вас будет ваша активность, то есть лайки, комментарии. Также можете переходить в мой паблик в Телеграме, там какие-то новости публикую, есть чат. Еще раз большое всем спасибо за просмотр. Всем пока. Да ё-моё, опять брелок что ли сел? На чем гоняешь? На тачке. И запомни, не важно какая машина, важно то, кто за рулем. Блять, не ту передачу включил. Четкая лайба. Но помни, гонщики не гонят. Гонщики гоняют, но не загоняются.